пришла, я по поводу молока. А что молоко? Ну так доить же надо. Ну надо ж подоить. Так пошли доить. Подожди, послушай. Сейчас что-то говорить будет. Внимание! Внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь. Господи, да что же это робится, а? Господи, да что же это робится? Ой, вью над
это мое! Только верни! Шурка! Да как я без тебя-то? Тиша! Тиша! Шурка! Нехорошо это. Ой. Тут вам спокойней будет. Потерпите, сиротинушки, подождите. От папки вашего, от Захара Титовича, поклон вам низкий. Сам вас на свет Божий пустил, сам смастерил таких красивеньких. Мечтал все с вами в клубе концерт поставить. Не успел, бедняк. Не думал ты, Захарка, что куклы твои пригодятся совсем для другого концерта. Настоящего. Одно хорошо, что под Богом в церкви от времен лихих выстояла. Вот теперь и приютом послужишь. Погорели наши хатки, только ты и уцелела. А куда еще? Сыро в землянках, грудничкам-лялечкам нельзя, сыро там, холодно. А тут в самый раз будет. Безногий Трофим смастерил вот эти люльки. Спасибо ему, доброму человеку. А теперь ваше время, солдатки. С Богом. Сын у нас, сын родился. И у нас Дмитрий сын, сынок. Слышишь, Митя? Доченька. Доченька у нас, Шура. Знаю, ты сына хотел. Не все от меня зависело, миленький. Вот. Да, забыла сказать тебе, почти 9 фунтов. Хотя и девочка крепенькая. Бабка Алена безменом взвесила. И мой столько же, почти 9. На тебя похожа. Особенно глазками. Как васильки, синенькие-синенькие. Так и мой почти 9 фунтов. По бабкиному безмену-то. У бабки Алены, видать, одна только метка на безмене. Бабка Алена знает, как метки ставить. А кто знает, что сегодня лучше, сын или дочка? Сын, как и отец, на войну пойдет. Видать, дочка лучше. Еще неизвестно, кому лучше. А кому хуже? Нам тут или там? А я своего Мишкой назову. А я Дмитрием. Быть моей доченьки. А Александрой, как мой Сашка. Голубь летел сизый за голубицею, шел удалый молодец, да с красной девицею. Шел удалый молодец, да с красной девицею. Что мне сизенькой голубчик добрый молодец идет, что мне сизая голубка красная.
девица душа, что не сизая голубка, красная девица душа. Сизый. Здрасте, Здрасте, Марья Петровна! Здрасте. Стань ли вы здоровье? Ну, Я не могу. Ну что, мамки, радуйтесь, людьми стали куклы ваши. Получайте справки, записью в книге и росписями в ней же. Ай-яй-яй-яй. В город ходила за ними 7 километров туда, назад. Все 14. Семченко Михаил Михайлович. Год рождения 42-й. Мой? Ну, получай, если твой. Поздравляю, мамка! Ой, вот как это вы так постарались-то, а? Дмитрий Дмитриевич. Так это ж я! Это ж я, Дмитрий Дмитриевич! Получай, Дмитрий Дмитриевич. Спасибо. Поздравляю, поздравляю. Вот молодцы. Вот девки, вот молодцы. Успели обзавести, я бы сказала, куклы вы. Ой, да ладно. Ну, лялечки. Ну, теперь точно парням вашим там полегче будет. Да-да-да. Когда есть за кого воевать. Когда есть кто за спиной. Ой, ну, хорошо. Осталась у нас одна невеста. Невеста? Ну, Гончарова Александра Александровна. Это моя. Ну, я вижу, что Моя твоя. Александра. Носик твой, а глазки папины небесные. Точно моя. Ну. Поздравляю. Эх, мамки вы, берегите детишек. А парень-то хоть пишут? Миша пишет. Дмитрий пишет. Шура пишет. Девки, это хорошо. Пишут, значит, живут. Ну все. До свидания. До свидания. С Богом. Хорошей дороги. Пусто. Пусто, а? Бабы! Бабы, девки, мамки, ау, сюда все! Сюда, кому говорю! Где шляемся? Тебе дело? А ну повтори! Повтори, что сказала! А то и сказала, что хожу где хочу. А, не запретишь. Нет, мам. Нет, это ты не так сказала. Ты сказала, о тебе дело? А пусть будет и так. О, нет, мамка, так больше не будет. С этого момента на выходе. Зови свою банду. Я тут подожду. Стой! Ко мне иди. Выполнять! Только над духом и жужжал. Да и то, не над моим. Я тебя и не замечал, так и не было тебя вовсе. А теперь, боюсь, мимо не пройду. За себя, однако, не отвечаю. Руки убери. Выполнять! Так, где остальные? Вы, товарищ полицай, и вы, Мирон. Ты мне тут не вы. Можешь называть меня как хочешь. Тебе разрешаю. Пока. Близко так не подходи. А то... Псиной воняешь. Еще и не воняю. Значит, описался? Ладно. Пошутила, проглотила. Помоюсь. Сегодня. А завтра я должности серьезные буду. Это не чурак нам.
надолго. Но... Ну-то как? Надолго, не навечно. Или так и не это. Замужняя я. Гляньте на нее, а! Хорошо, Лерка, хорошо! Не дотрогай. Дай мне только на ноги встать, а то я только вторую неделю как на работе. Еще к карабину не привык. Сперва к нему, к карабину привык. А потом, глядишь, и тебя не пропущу. Возьму голыми руками. Опа! Если мирным путем наши проблемы решить не получится. Наши? И какие же такие проблемы? А как? Проблема военного времени. Заведем конспирацию. Будем встречаться, чтоб никто не видел. Уж это крыто. И тебе, мужик, под бок, и мне любви кусок. Знаемся ж давно. Росли вместе, с одного поля. Есть у меня уже одна под боком кукла. Да не проблема. Мы аккуратно. Я ведь... Бычок слюнявый ты, Мирон. Бабами не тронуты. А чё это не тронутый? Не было у тебя никого. А ты знаешь? Знаю. Росли вместе. Говорили про тебя. Сам сказал, с одного поля. Да я ведь про это и говорю. Просто сейчас самое мое время, ты пойми. Самое мое... Не пойму я, а время твое потерпит. Вот выросла, а? Тёлка. Бабы! А вы сюда все! Мирон, не кричи. Наши дети, а они спят. Кормилку спрячь. Потом, со вчерашнего дня приказ. Всем на траншеи. Копать. Где ваши лопаты? Вот. Не аргумент. Думать надо было, чтобы в такое время детей заводить. Вы чем думали? Люка, а ты чем думала? Тем, чем и ты. А чем это думала? И не вспомню. Посмеялись и хватит. Сделаем так. Одна сидит с куклами, остальные на траншее. Всем ясно? А если они вместе есть захотят, ты им свою титьку подсунешь? Записался в халуйское начальство. Так иди, ищи людей. Отстань ты от нас! Мирон, отцепитесь, товарищ полицай. Комендант сам приедет проверять работу. А что ему покажу, а? Смешливые какие. А у тебя что? Показать нечего. А вы забыли, как этот Мирон семечки у нас в школе украл? А мы ему тогда что? Как зафига? Не надо! Не надо! Меня нельзя трогать, когда я при оружии! Чего? Молчать! Через час приду. Ты это, Мирон, штаны поменяй. Ну, для конспирации. Запомните, что приказал! Иди, приказчик. Что? Докаркались? Стали быстро, а? Быстро, быстро! Чтоб не писка с их стороны. Иначе сам этих ваших ораторов успокою. Быстро, комендант идет. Guten Abend, Frau. Замечательный денек сегодня, не так? Good. Да, не бегут, как я и говорил. Куклы. Так точно, пан комендант, они.
пан комендант, он? Похож. Очень. Это сука, пан Верка! комендант. Волчица это говорю. Сказка, пан комендант. Хитрый лис. Лиса. Пан комендант, так точно. Она. А это что за зверь? А это... Я не... Ну же вы! Они тоже не знают? А Это белка. Только ей не хватает одной лапы. Ей обломали лапу. Оторвали ей лапу. Кто? Охотники злые. Красивая. Белка. Инвалида не надо. Остальные куклы принесешь мне. Так точно, пан комендант! Ах, да. Эта кукла мне тоже подходит. Верно, Мирон? Жду. Ну что вы стали, а? Собирайте куклу! И ты, Верка, все слышала. Со мной пойдешь. На что? Пулей подгонять надо, а? Так за этим дело не станет. Быстро говорю! Не знаю, что он с этими куклами будет делать. А я... Верка! Вера! А нам что? А Верка как? Не знаю я! Так, куклы я сам соберу. Собрать нетрудно. Я никуда не пойду, Мирон! И тебя! Мы отсюда с куклами не выпустим! Баба, вы чего? Вы рехнулись? Это ж пан комендант, а не лишь бы кто вам. Он застрелит и не моргнет даже. Сам же сучился! Никто не заставлял! Бабы, девки, вы подумайте, а? А ты про Мишу Веркиного подумал? Про Дмитрия моего ты подумал? Про Сашу Любкинова? Еще неизвестно, как к ним жизнь повернется. Война ведь. Убить могут. Что? Что ты сказал, да? Моего Митю убить? Да моего Митю! Твоего, Надюша, твоего! И твоего! Вот вы про куклу все, да? У вас куклы, сами куклы, на везде куклы, в клубе куклы. Так и я кукла. Задушу, как цыпленка. Быстро, быстро! Сами не хотите по-хорошему? Так зачем ж меня, а? Я всего лишь вторую неделю. Подай чемодан. Подай чемодан!
Давай. Что, комендант? Ну, я не знаю. Придумай что-нибудь. Ну, говори. Я заставил вас ждать, потому что... Разобрался с этими. Они это... Ед. Слово-то какое? Ед-то. Тут что? А тут куклы, пан комендант, как вы и просили. Вы просили, я вот и принес. Живая где? Убежал. Я за ней туда и сюда, а ее нет. Сквозь землю провалилась. Эх, Мирон, Мирон. Не хочешь ты хорошо и красиво жить, думаю. Или просто жить не хочешь? Не понимаю. Молодой. Впереди чудесные перспективы. Впереди, Мирон. Ведь назад ходу нет. Иди, господин полицай. Халуй немецкий, по-вашему. Почему жить не хочешь? Почему же? Хочу. Если бы ты хотел, то живая кукла была бы у меня. Я просто хотел поговорить. Просто поговорить с красивой и молодой девушкой. Может быть такое или нет? Может, я хотел, я старался. Но в следующий раз я обязательно приведу ее и... Ты это, постарайся. Это же очень просто. Нажал на курок и там. Там? Нет. Там. Потому что Мирон... Товарищ полицай, то есть... Верю, полицай. А может, это твоя кукла? Может, поэтому не хочешь, да? Нет, пан комендант, я жить хочу. Дайте мне как его, шанс. Шанс? Да, пан комендант. На, подноси пистолет к виску. Подноси пистолет к виску. Нажимай на курок. Я не могу, там же пули. Пули в пистолете. Горнюнки. Муля. Ты сущий мальчик. Трус. Да нет у тебя шансов больше, Мирон. Теперь только вперед. Жду вечером на этом месте. Мне очень нравятся молодые мамы. Они как Мадонны. Не приведешь ты, приведут другие. Ты все понял, Муля? Муля понял, как я сразу не догадался. Кстати, как ее зовут? Верка. Вера. Вера — это хорошо. Вера с нами. Великое слово и красивое имя. Будет упрямиться? Отбери ребенка. Ты все понял, Муля? Муля понял. Волоком за волосы притяну, если упрямиться будет. Ты это, штаны поменяй. Есть поменять штаны. Время идет, Мирон. Мирон. Нет, убежал. Побегает, и вернется. Куда сегодня можно убежать, а? Повсюду полицаи и немцы. Немцы и полицаи. Да, как в том лесу. Березы и сосны. Сосны и березы. Гады. Этих гадов никуда не спрячешься и не запрячешься.
она красивее тебя. Да или меня хотя бы. Ты о чем? Хотя в другой раз лучше и жабой быть. Вот попалась, так попалась. А Мирон? Холера! Надя! А давай ты вместо нее! Ну? А вот это ты видал? Мирон! Ой, мамочки! Мирон! Не пугайтесь! Не опасный я. И то, что вам досталось, посылалось ему. Вы проходите. Садитесь. Мне деревня Броды нужна. Вы сюда пришли? Сюда. А как смогли? Через линию? Через немцев, что ли? Через наших? Да, так и шел. Огонек один видел, на него и шел. Скажите, где мне найти Любовь Гончарову? Если жива еще. А зачем она вам? Я от мужа ее, от Сашки Гончарова. От Сашки? Да. Сашка? Так я это Люба. Неужели в гости не ждете? Да нет! Ну, сегодня уже нет. Они в Ладожск уехали. Вы присядьте. Я вас сейчас накормлю. Что там, Саша? Комиссованный я, получается. Из госпиталя сбежал. Домой шел, хотя знал, что под немцами. Никого нигде. Я Сашке сразу сказал, что буду домой пробираться. Он мне очень много рассказывал про тебя, про дочку свою Шурочку. Вот, от Сашки трофейный. Спасибо, солдатик. Как он там? Ничего, воюет, жив-здоров. А я отвоевался. Из госпиталя сбежал. Двинулся в свою Синезерку, а там немцы стоят. Они теперь повсюду, эти Я немцы. помогу, может? Я сам. Сашка, родненький. Да если б ты знал, как мы работать. Я Сашке сразу сказал, что буду домой пробиваться. Он мне сразу эту куклу вручил. Долго, правда, смотрел на нее. Чуть не расплакался. Он жалостливый. Хороший Сашка. Да. Бывает такое, что и мужики плачут. Ладно. Бывайте, бабушка. Вы, если что, заходите. Да. Только вечером. Вечером. Слушайте, а можно на дочку Сашкину глянуть? Почему же нет? Можно, конечно. Красивая. Хорошая кому-то будет невеста, когда вырастет. Ладно. Бывайте, бабушки. До свидания. До свидания. Берегите себя там. Ой, картошечка давай, горяченького. Ой, батюшки. Тепленького. Ой, вот. Я к вам. Нельзя мне домой. Нельзя там. Вер, что случилось? Лица нет. Что случилось, Вер?
Комендант приказал, чтобы Мирон меня вечером привел к нему. Это аж в лагере. Ой, батюшки. Ну куда? Комендатура там у них. Не пойду я! И что ж он от тебя хочет, а? Да потешится баба Алена, он хочет. Что он хочет? Пусть застрелят, лучше не пойду! Вот, кобель приблудный. Че удумал? Утеху ему подавай, своих мало. Фу. Ой. Что ж тут придумать-то, а? Что ж тут придумать? Я сперва побежала, куда глаза глядят. По лесу долго бродила. А потом дошло до меня, дуры, что к людям надо. Вот, молодец. А люди здесь, это вы только. Молодец, правильно, молодец. Спаси и сохрани ребеночка этого. В лес к партизанам не выход. Вот и то верно. Зима на носу, скоро на белое все покроется. А своих дезертиров беглых, как мух на говно. Да еще партизаны в лесу сами не обжились, места меняют часто. Позавчера немец забросал минами всю высокую гору. А если по лагерю партизанскому много отсюданет, а? Или нечисть полицейская сдаст на облаву? Нет, Вместо меня вот чувствую, Надьку или Любку затребует. все может быть, любая. А Мирону тому надо уши надрать. И аж его нехристя на свет Божий вот своими-то руками и тянула, а? Ой, да ты много кого тянула, а выродок один попался. Случается. Любка и Надька там. Выродок он. А все ж таки дитя по уму. Наобещали ему там разных гор золотых. Вот он и купился. И давеча мне хвастался. Я скоро здесь, тетка, председателем немецкого колхоза буду. Коров пусть другие пасут. Фу. Ой. А приводи всех сюда. У нас пока побудет, ничего не случится. Я мигом. Ну, куда? Набегалась пойди. А поймаю. И то верно. Я сама пойду. Я сама К своему брату переправлю за речку. Поспокойнее то верно. Ну, я пошла. Все с Богом. Вер, ты иди отдохни, я с детем побуду. Я побуду. Я приберусь, да. Ай, батюшки! Иди давай! Иуда! Думала ли я, когда что под дулом ружья буду ходить? Господи! Господи! Мирон, ты... Иду, а он ко мне навстречу. Говорит, веди к своим и все. Зачем, почему молчит? Глаз он вроде не пьяный, а такой мутный и злой. Господи, Господи, спаси Где и Вера? сохрани. Господи, спаси и сохрани. Где Вера? Спрашиваю, оглохла или что? Где Вера? Ой, батюшки! Ой, Собирайся! ой, батюшки! Со мной пойдешь! Никуда ты не пойдет! Халуями своими комбату, научили уже пойти! Приказ! У меня приказ! Не приведу, сам застрелит! А с ней что случится, если один раз подстелить? Ой, как язык такой поворачиваться говорит. Господи, спаси и сохрани рабу твою Верку, а? Услышь меня, Господи, услышь меня, Господи. Слышит он тебя! Услышь меня, Господи, Потом. батюшки. Ой, Собирайся, Верка! Господи. Одно из двух. Либо я тебя с малым прям тут застрелю, либо он меня уже хотел. Ну, Куда я не пойду, Мирон. Ой, отдай сюда! Отдай его! Стоять на месте! батюшки. Всем стоять на месте! Мирон, одумайся, дитя. Тихо! На месте, говорю. Мирон, одумайся. Ой, батюшки, да что ж это делается? Господи, ой, батюшки, ой, к девчатам надо, к девчатам побегу. Ой, с Богом, Господи.
Мирон приходил. Надька, не спи. Мирон тоже в наших печенках сидит. Да нет, да ты похожа, что в сон-то. Летел голубь, летел сизый, за голубицею. Ну что, верхом был на коне, как догонишь-то? А что делать-то теперь? Ну зачем? Ну зачем он моего Митьку-то забрал? Ладно этих кукол, коменданту отволок. Любка, что? И моего Митьку в Германию отправить хочет? Помощь нужна нам, Надька-то. Митька далеко, он бы защитил. Папка мой тоже на фронте. Мама вместе с хатой. Одна я, как тополь около нашей школы, на пепелище. Я ж тебе не чужая-то, Надька. Прости. Ой, девоньки, как вы тут? Беда! Беда у нас, папа Алена! Батюшки, детонька моя, так везде ж у нас беда, а? Ой, Мирон Надькиного ребенка забрал. вот, паразит так паразит. Эта Верка ему своего Мишку не отдала, как он за твоего ухватился, а? Ну так а зачем ему мой-то? Твой никакой другой, ему не важно, лишь бы Ну ребенок. так а почему моего-то забрал? Я же не Верка! Девоньки, а я за вами пришла. Маруся Пузырева хочет вас от немцев за рекой спрятать. Да видно уж, ничего не получится. Квея с Марусей нам надо. Вместе будем решать, что делать. Собирайтесь, девоньки, а я побегу. Ой, а встречу я того Мирона. Ох, я люблю его, паразита. Отдергаю за уши. Я что, пришел? Мирон! Надя, ты! Откуда я с тебя такого? Надя! Мирон! Родненький, пожалуйста, ну верни мне моего Митьку, а? Верни куколку мою! Я тебя Богом прошу, Мирон! Так, ляльку твою вернуть? Вернуть может только Верка. Коменданту я сказал, что твой ребенок этот, это ее ребенок. Надя, 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 Надя! Да пусти ты меня! Надя, успокойся! Пойми! Ляльку твою вернуть может только Верка. Придет она к коменданту. Перенесу я твоего засранца. Так что? Умекайте, бабу. Ухожу я. Поважнее дела есть. Верка, все! Это все из-за Верки! Надя! Да что? Да что, Надя? Не твоего же! Ну, к коменданту глянулась Верка. Ты или я глянемся еще какому немцу. Верка-то теперь не пойдет. Не ее же ребенок. Не чужих. Кто б пошел? Да ты сама б пошла вместо нее, за чужого-то.
Не знаю. Боже, видишь, что творится. Господи, что ж делать? А, что ж делать? Я пойду. Ой, Вера, Веронька, одумайся. Вы только за Мишкой моей присмотрите. Верочка, Вера, одумайся, дитя. Вера, Господи, ой, Господи, ой, Господи, что это делается, а? Мама. Это твоя мама. Что она думает? Думает, плохой гадкий немец. Все может. А сможешь? Да. Ну давай. Глупая мама. Плачь надо кормить. Я не спросил, я приказал. Надо кормить. Как здесь. Своего ребенка. Этот нам не нужен. Раздевайся. Мира! Пошел вон! Хорошо. Ладно. Будем спать. Мирон! Сейчас все уснете! Верка, ты не подумай, это я все для тебя. Стреляй!
Кто-то из нас сегодня еще раз родился. Верно, Мирон? А ты молодец. Все правильно сделал. Вот. Быстро, вот! Ну-ну. Шанс, Вер. Ведь у каждого человека в жизни есть шанс попробовать изменить свою судьбу. Но не каждый может им воспользоваться. Вот и я не могу. Да и зачем? Ведь право силы и есть бесправное право. Одевайся, кукла. Аттракцион закончен. Представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Сейчас я вас на свои места определю. Здесь, кажется, висело. Вот. Тут. Ой, а вот эту, вот сюда надо. Падаешь чего? Не хочешь со всеми? Потому что совести у тебя нет, опилки у тебя внутри. Даже немец тебя с собой не забрал. Только один Всевышний и знает. Во, понимаешь, а? Давай я помогу! Ой, никак сам черт! Ой, батюшки, пойди, вон нечистая, пойди прочь! Ой, батюшки, Господи, Господи, ой, батюшки. Мирон? Откуда? Одна тут? Одна. Господи, а мы ж все думали, что ты с немцами сбежал. У немцев в Германии полицаем служишь. Тут я им нужен. Тут. Ой, что с человеком-то стало, а? С человеком. Да ладно бы, чтоб переодеться. О, и накормила бы. Может мне взять и тебя вот этими руками, которыми я тебя на свет Божий тянула, задушить, а потом переодеть и уложить? Давай! Давай! Я сопротивляться не буду. Где ж тебя нечистая носила?
сапогом под зад и всю обойму под ноги в землю, пока убегал. Потом машины гнали, ногу отдавили. А я все это время ковылял и прятался. Домой хотел. А ночью за человека каждое дерево принимал. Не общался ни с кем. Все время... Спасибо, что выслушал. Натворил ты дел, Мирон. А Господь тебя в церковь привел. Не надо тебе к ней! Слышишь, Мирон? Не надо тебе к ней! Я пришел у нее прощения просить, и все! Надо мне! Надо? А больше что? Нигде не напакостил, нигде не наследил и умер! Наследил! Она первой была! За 100 жизней не вымолишь прощения. Не надо мне и жизни, и прощения! Ноги сами сюда привели. Значит, надо так, баба Алена. Пришел, проси прощения. У кого ж просите? Ты в церкви, тебя услышат. А коль не будет прощения, зачем ж просить, а? Будет, не будет, все равно проси. Я не верил в него никогда. Все равно проси. А я тебе переодеться принесу. Ты это... Прости меня! Пожалуйста! Я так больше не буду. Не буду. Баб, Алена, а? Какие мне ему слова говорить, а? Какие, а? Какие? Какие мне ему слова говорить? И подсказать мне, хоть бы и хотела. Он услышит, а там... Слушай! Жизнь Создатель изначального Отца, сопринесущий Сыне. Прими покаяние, твари мерзкой, заблудшей и грешной. Преклони ухо ко мне и услыши молитву мою. Преклони ухо ко мне и услыши молитву мою. Согрешил я, Господи, и от множества грехов недостоин воззреть на высоту славы Твоей. Согрешил я, Господи, и от множества грехов моих недостоин воззреть на высоту славы Твоей. Не был я благости Твоей, заповеди Твои переступил и не послушал Твоих повелений. Но Ты, Господи, благий и долготерпивый. Не хочешь смерти, грешник. Да хочу я! Хочу, баба Алена! Не слышит он меня. Не воспитал никто, потому что и без веры поманили бесы. А про душу-то не знал, что маяться будет. Баба Алена. Боже милостивый, будем мы грешному. Милостивый, не грешному. Ты все слышишь. Значит, так надо. Ой, батюшки. Все время